Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 31 мая. Последний день этого месяца и последний день весны. Обязательно просмотрите это видео, друзья. Будет очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Прямо сейчас ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. У нас много полезной информации. Также всех хотим поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Благодарим, нам очень приятно. Итак, друзья, 31 мая Православная Церковь отмечает День памяти мученика Феодота Анкирского и 7 дев-мучениц. Это Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Ефразии, Матроны и Иулии. Эти святые жили в III веке и претерпели мученическую кончину за свою веру во времена жестоких гонений на христиан. Святой Феодот жил в городе Анкире, ныне это Анкара, столица Турции, в Галатийской области. Он вел благочестивую христианскую жизнь, был женат и имел свою гостиницу. Когда при правлении императора Диоклетиана начались жестокие гонения на христиан, Феодот открыл двери своей гостиницы для преследуемых, предоставляя им приют, пищу и защиту от язычников. Его гостиница стала убежищем для многих христиан, которые скрывались от властей. Император Диоклетиан, известный своими жестокими гонениями на христиан, в начале IV века издал эдикты, предписывающие арестовывать и казнить христиан, если они не откажутся от своей веры. Эти гонения охватили многие регионы Римской империи, включая и Галатию. В это время правитель города Феаткен арестовал 7 девственниц: Александру, Текусу, Клавдию, Фаину, Ефразию, Матрону и Иулию. Все они с юных лет были воспитаны в благочестии и страхе Божием. Феаткен сначала попытался сломить их волю, отдав их на осквернение блудным юношам. Однако, благодаря пламенной речи одной из девственниц, юноши отказались трогать святых дев и отпустили их невредимыми. После неудачи с юношами Феаткен назначил дев жрицами Артемиды и провел их обнаженными по городу в торжественном шествии. Когда мученицы отказались омывать идолов, правитель приказал утопить их в озере. Старшая из мучениц, Текуса, была теткой Феодота. Перед своей смертью она явилась Феодоту во сне и попросила по-христиански похоронить их тела. Феодот, верный своей христианской вере, исполнил просьбу Текусы. Он тайно поднял тела мучениц из озера и похоронил их с подобающими христианскими почестями. Однако об исчезновении тел стало известно властям. Правитель велел схватить Феодота, подвергнуть его жестоким пыткам, а затем казнить, отрубив голову. Эти события произошли в 303 году. Мученическая смерть Феодота и 7 дев стала свидетельством их глубокой веры и преданности Иисусу Христу. Их подвиг оставил глубокий след в сердцах верующих, и церковь канонизировала их как святых мучеников. Их память чтится до сих пор, вдохновляя верующих на стойкость и верность своим духовным убеждениям. А вот в народном календаре этот день получил несколько названий. Итак, 31 мая в народном календаре этот день звучали следующим образом: Федот-овсяник, Федотов день или День 7 дев. Этот день ассоциировался с окончательным распусканием дубовых листьев и особенными ритуалами, которые были направлены на обеспечение хорошего урожая овса и льна. Эти традиции глубоко были укоренены в народной культуре и символизировали связь человека с природой и с духовным миром. Святого мученика Феодота Анкирского в народе просто прозвали Федотом. День его памяти, 31 мая, считается благоприятным временем для посева овса.
Согласно народным приметам, посев овса должен совпадать с полным распусканием дубовых листьев, когда дерево одевается в свой зеленый наряд. В этот день наблюдали наши предки и за дубом. Считалось, что если дубовые листья полностью развернулись, значит, пришло время сеять овес. В народе говорили: «На Федота овсянника овес сей». Люди верили, что правильно выбранное время для посева обеспечит действительно богатый урожай. Помимо Феодота, 31 мая церковь также и почитала память 7 дев-мучениц: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Ефразии, Матроны и Иулии, погибших за веру во Христа. В народной традиции именно эти святые были связаны с посевом льна. В этот день женщины выходили на поля, чтобы сеять лен. Считалось, что посев льна в день памяти 7 дев принесет хороший урожай и высококачественное волокно. Сеятельницы выполняли специальные ритуалы, направленные на привлечение удачи и плодородия. Согласно старинной традиции, перед посевом льна в семена клали вареные яйца. Этот обряд символизировал плодородие и изобилие. Перед тем, как съесть яйцо, его подбрасывали вверх и говорили следующие слова: «Вырасти лен выше стоячего леса». Считалось, что это обеспечит высокий и крепкий урожай льна. В народных верованиях день Федота и 7 дев имел также духовное значение. Люди верили, что в этот день души рожденных 31 мая устремляются к дубу, где ищут себе гнездо-дупло, подобно птицам. Это символизировало связь между человеком и природой, духовный поиск и стремление к гармонии с окружающим миром. Народные приметы о дубах были важной частью народных верований. Считалось, что душа человека, рожденного 31 мая, связана с этим мощным и величественным деревом. Дуб в народной культуре символизировал силу, стойкость и долгую жизнь. Люди верили, что души находят покой и защиту в дубовых дуплах, что добавляло особого мистического значения этому дню. 31 мая в народной традиции этот день был насыщен разнообразными обрядами и ритуалами, которые были направлены на привлечение счастья, здоровья и благополучия. Одним из ключевых обрядов, направленных на укрепление отношений, являлся ритуал с дубом. Дуб символизировал силу, стойкость и долговечность, и считается, что его энергетика может помочь влюбленным парам создать крепкий и счастливый союз. Для укрепления отношений влюбленной паре рекомендовалось взяться за руки и трижды обойти вокруг дуба. Этот ритуал символизировал единство, взаимопонимание и силу их союза. Поэтому, как вариант, найдите большой дуб, который будет символизировать силу и стабильность. Важно, чтобы пара держалась за руки, символизируя свою связь и единство. Далее трижды обойдите вокруг дерева, представляя, как ваша связь укрепляется и наполняется силой дуба. Считалось, что после такого обряда молодые обязательно проживут долгую и счастливую жизнь, наполненную любовью и взаимопониманием. Важной частью народных обрядов 31 мая являлся ритуал с овсяным киселем. Овес ассоциировался с изобилием и плодородием, и правильно выполненный ритуал поможет привлечь удачу и достаток в дом. Рекомендуется заварить кисель из овса, но ни в коем случае не пить его. Употребление овсяного киселя в этот день может привести к финансовым трудностям. Вместо этого варево следует вылить под дуб. Для этого используйте качественный овес и воду. Заварите кисель, следуя традиционному рецепту. Важно помнить, что пить кисель нельзя, так как это может негативно сказаться на вашем финансовом состоянии. Найдите дуб и вылейте под его корни приготовленный кисель. Это будет символизировать передачу энергии плодородия и изобилия дереву, которое в свою очередь вернет эту энергию в виде хорошего урожая и достатка в доме. Этот ритуал должен обеспечить хороший урожай и финансовое благополучие на весь год. 31 мая знахари использовали для лечения различных заболеваний, особенно боли в спине.
Одним из популярных обрядов было приведение больных к осине и выполнение определенного ритуала с веткой этого дерева. Знахари приводили больных, которые страдали болями в спине, под осину. Считалось, что осина обладает сильными лечебными свойствами и действительно может помочь избавиться от болезней. После выполнения обряда ветку осины можно было закопать рядом с деревом или сжечь, чтобы энергия дерева вернулась к земле и продолжила свой цикл. Давайте теперь рассмотрим, чего нельзя было делать 31 мая и почему. Первое и самое важное, нельзя было сидеть под осиной именно в этот день, 31 мая. Осина в народной культуре ассоциировалась с негативной энергетикой. Считалось, что в день Федота Овсянника сидеть под осиной особенно опасно, так как это может вызвать боли в суставах. Осина считалась деревом, которое поглощает негативную энергию и может передавать ее людям. Народная мудрость предостерегала от длительного пребывания под этим деревом, чтобы избежать проблем со здоровьем, особенно с суставами. Для незамужних девушек 31 мая также существовала одна строгая народная примета. Нельзя было сидеть дома в одиночестве. Считалось, что это приведет к долгому одиночеству и невозможности найти вторую половинку. Также эта примета была связана и с социальной активностью и взаимодействием. Наши предки верили, что активное участие в общественной жизни и общение увеличивают шансы на встречу с будущим супругом. Также 31 мая нельзя давать ключи от своего дома или кабинета другим людям, даже близким знакомым. Считалось, что это может привести к необходимости срочно менять место жительства или работы. Как вы знаете, ключи символизируют доступ и контроль над личным пространством. Отдавая ключи, вы тем самым в этот день, 31 мая, передаете часть своего контроля другому человеку, что может нарушить вашу стабильность и безопасность. Далее, еще одна народная примета этого дня: ни в коем случае нельзя было догонять транспортное средство. Если вы опоздали на автобус или на маршрутку, лучше подождать следующую, чем пытаться догнать уходящий транспорт. Согласно народной примете, если вы будете пытаться догнать уходящий транспорт, это может привести к финансовым трудностям. Это символизировало бесполезную погоню за упущенными возможностями и риски, связанные с необдуманными финансовыми решениями. В этот день, 31 мая, не стоит покупать вещи в секонд-хенде или в комиссионке, иначе это может привести к необходимости возвращать старые долги, при этом как денежные, так и невыполненные обещания. Вещи, купленные в таких местах, могут нести в себе энергетику предыдущих владельцев, поэтому, покупая их в этот день, вы можете перенять их проблемы и обязательства. Если вещь сильно понравилась, лучше отложить покупку уже на следующий день. Кроме того, 31 мая ни в коем случае нельзя оборачиваться на оклики, даже если зовут вас по имени, так как это может быть нечистая сила, которая пытается привлечь ваше внимание. Откликнувшись, вы рискуете столкнуться с полосой неудач и неприятностей. Эта народная примета основана на вере в духовные силы и нечистую силу, которая может маскироваться под знакомые голоса. Обернувшись на оклик, вы можете привлечь негативные энергии и невезение в свою жизнь. Можно ли в этот день стричься? Многие люди задаются вопросом. В отличие от многих других дней, 31 мая нет запретов на любые работы с волосами. Это означает, что вы в этот день можете спокойно идти в парикмахерскую, стричь волосы, делать прически и даже кардинально менять имидж. Волосы в народной культуре часто ассоциировались с жизненной силой и энергетикой, поэтому важно выбирать дни для стрижки. Однако в день Федота Овсянника никаких негативных народных примет с этим не связано. Поэтому, если вы давно планировали изменить прическу или подстричься, 31 мая – это подходящий день для этого. Стрижка в этот день может символизировать обновление и очищение.
Можно ли купаться в этот день? 31 мая разрешается и мыться, и ходить в баню, а также купаться в водоемах, если погодные условия и температура воды позволяют. Вода в народных традициях всегда имела особое очищающее и освежающее значение. Купание в этот день может помочь вам снять усталость, очистить тело и дух. Посетите в этот день баню или сауну, чтобы расслабиться и восстановить свои силы. Купание в природных водоемах также будет полезным, но если вам позволяет погода. Можно ли сажать растения на огороде в этот день, 31 мая? Вы знаете, этот день считается благоприятным для садоводов и огородников. Можно смело сажать огурцы, капусту и другие овощи. Народные приметы утверждают, что посаженные в этот день растения дадут хороший урожай и будут крепкими. Поэтому планируйте посадку огурцов, капусты и других овощей на 31 мая. Это поможет вам обеспечить богатый урожай и улучшить качество выращиваемых культур. Можно ли пересаживать цветы 31 мая? Вы знаете, пересадка комнатных растений в другой горшок также не запрещена в этот день. А растения будут хорошо приживаться и активно расти. Пересадка будет символизировать обновление и рост, что особенно важно для поддержания здоровья и красоты растений. Если ваши комнатные растения нуждаются в пересадке, то знайте, что 31 мая – отличное время для этого. Подготовьте новые горшки и свежий грунт, чтобы обеспечить растениям комфортные условия для роста. Друзья, вот такой у нас с вами день, 31 мая. По народным приметам, традициям и по народному календарю. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.